Друзья, всем привет на канале Поехали с нами. Я в Каменец-Подольске и хочу записать обзор Каменец-Подольской крепости. Вот она стоит сзади меня. Сейчас я пройду, все покажу, расскажу. Это интересный памятник истории Украины, который был построен, по существующей информации, где-то в 1400-х годах нашей эры. Был сначала литовским форпостом, далее был завоеван поляками, далее Речью Посполитой, потом долгое время находился под Турцией, потом снова под Польшей, какое-то время даже под нацистской Россией находился, но с 1937 года он является музеем. К замку ведет дорога через мост, достаточно шумная, по ней едут машины, возможно там сверху есть парковка, сейчас поднимемся, посмотрим. Есть несколько селфи-зон, можно выйти посмотреть. Как я сказал, это был литовский форпост и одно из укреплений того времени. Изначально было строение из дерева и камня, но позже поляками все деревянные конструкции были заменены на каменные. Отличная панорама. Вот оттуда я только что начал свою съемку. И идем к замку. Я возле входа. Вход стоит 100 гривен взрослого человека, 50 гривен с ребенка, экскурсии по 200 гривен. Вот здесь касса, здесь мы заходим. На входе сразу справа крыниця. Мне даже интересно спуститься, там правда темно, но может быть что-то будет видно. Здесь сразу прохладненько стало. Действительно крыниця, это обычный колодец. Помещение специально для колодца. Глубина метров 30-40, очень глубоко. Мы взяли экскурсовода, но я пока оторвался от экскурсовода. Экскурсовод стоит 200 гривен. Я хочу поснимать пока сам, потом вернусь, послушаю, что рассказывает экскурсовод. Слева колодец, из которого я только что вышел. И вот территория. В кавнярне можно купить кофе 25 гривен. Есть часть территории справа и часть территории слева. Смотрите, вокруг крепости есть такие вот башни. У каждой башни есть свое историческое значение. Об этом можно почитать в интернете. Я сейчас не буду об этом рассказывать, так как задача этого обзора чисто техническая — снять территорию. Конечно же, очень интересно. Я все это читал. Рекомендую посмотреть тоже вам информацию. Найдете для себя много полезного и интересного. Добрий день. Як у вас гарно. Дякую. Це для діточок можна навчатися, да? Для дітей в нас є майстер-клас, і для дітей, і для дорослих робить такі стаканчики. Дякую. Отличная гончарная мастерская, где можно и приобрести, и посмотреть, как делают, поучиться. Даже есть мастер-классы для детей. Селфи-зона. И крепостная стена. Вот она идет по периметру. Это та, которая изначально была деревянная, а потом поляками заменена на каменную. Есть еще второй уровень. Тоже загляну.
Это какая-то тюрьма либо пыточная. Народные герои. Понятно. Здесь фигура человека в кайданах. Казака с вусами, с чуприною. Это была, значит, тюрьма. Сейчас башта Папська. Снова же техническая информация грузить не буду, все можно прочитать здесь, либо в интернете. Ну, я не знаю, выглядит уютненько. Если здесь хорошо кормили, то можно было и посидеть. Либо это оно уютненько выглядит уже после реставрации. После того, как в 1937 году замок стал музеем. Конечно же, как и всегда в таких локациях, много аттракционов, сувенирных лавок, брелки, бусы, магнитики, все атрибуты таких замков, все есть. Сейчас я дойду до конца вот этой территории и зайду. Вот здесь есть технологии минулого музея. И, возможно, подняться в эту башню можно будет. Кативня. В Кативню тоже зайдем. Здесь можно подняться на второй уровень по деревянным ступенькам. Вроде не запрещено, сейчас посмотрю. Да, можно зайти. Это, собственно, крепостная стена с окнами для наблюдения и для лучников. Она идет по всему периметру. Спереди еще метров 20. Но я не пойду, это как бы выглядит так, как и здесь. Я сейчас дойду до туда и посмотрю, чем она заканчивается. Вот прямо можно по ступенькам перейти и можно вот по такому переходику. Переходик заканчивается тупиком, поэтому пойдем вниз и обойдем по периметру то, что я планировал обойти сначала. Вот для тех, кто проголодался, пахнет мангалом. Здесь вот спереди даже есть мытница своя. Выходят люди. В мытницу тоже зайдем. Сейчас я поднимусь. А, здесь подняться нельзя. Не пускают. Вот сверху еще одна смотровая площадка. Но здесь вот не будем нарушать правила укрытия. Это уже, видать, современная табличка. Если вдруг рашисты атакуют. А вот наша мытниця. Добрий день. Добрий день. Гарно тут у вас. Стараємося. Ви дивіться, які гарні розпечатки сургучні. Дякую. Кольорів сургуч. Познімаю та й повернусь. Добре, приходьте. На митниці у нас конфісковані товари. Печатки, сорочки. Заткова артилерія.
Много интересных орудий прошлого, можно почитать все. Такие лестницы использовались, чтобы подниматься на крепостные стены. Очень красивые панорамы по периметру крепости. И заходить, она кажется изначально небольшой, но заходить можно почти везде. Почти везде все открыто. Мне кажется, здесь даже можно вот в этой башне подняться наверх. Сейчас попробую по деревянной лестнице. Наверное, тех еще времен постройки крепости. Ну, тут сверху особо ничего нету. Вот виднеется отверстие в потолке и уже деревянный купол непосредственно башни. И здесь такие же, вот можно выйти по периметру. Ну, это, наверное, снова же для наблюдения и охраны Каменец-Подольска. Еще раз сниму эту башню и пойдем смотреть дальше. Фух. Все то, что сейчас я показал, находится на небольшом участке, где-то метров вот по периметру, метров может 60-70, плотненько. Просто это множество отдельных помещений, в которые можно заходить и смотреть. Некоторые закрыты, некоторые открыты. Здесь ухожено, чисто. Нету мусора, следят. Такая экскурсия при стоимости 100 гривен для взрослого очень интересная. Сейчас я вот поднялся в какое-то место по какой-то стрёмной лестнице. Но это такая же башня. Таким же принципом можно вот отсюда я поднялся. Можно подниматься дальше вверх. Вот я здесь поднялся. И оттуда спустился наверх. И сверху обратно спустился сюда. Помещение с ремонтом. Меня не пустили. Пойдем в катувальню. В катувальне, как и следует из названия, орудие катувань. Тоже можно про каждое прочитать, я не буду останавливаться. Сейчас глянем, что там. Здесь есть налево и направо проходы.
и там это локации музейные. Вот чудо-стул. Такое себе удовольствие. Разве что для йогов, которые... вот. Виселица какая-то. Крюк. Трындец. А эта часть катувальни закрыта. Здесь репродукция. Вот человек в клетке. Какие-то вообще грустные люди лежат окровавленные из воска. Это... Короче, здесь стрёмно. Вот центральная башня. Сейчас попробую в нее подняться. Посмотрим, что это самое большое помещение крепости. Судя по внешнему виду снаружи. Это верхний уровень, выше подняться не получится. Тоже отличные виды с окна на панораму города. И здесь панорама внутреннего двора. Длинный коридорчик с тупиком впереди. По коридору мы проходим еще один купол. Еще одну башню с куполом. И, собственно, по всему периметру, естественно, окна. И здесь панорама на город. Возможно, это какая-то обрушившаяся часть, судя по вот. Либо это просто такое большое окно. На выходе из этой башни есть технологический музей. Вот он сзади меня. Вот я здесь только что был. И вот сразу технологичный музей. Можно посмотреть все в интерактиве, как оно там двигается, что-то еще. Оффер хороший, продали красиво, купил билетик, пойду, билет стоит 60 гривен. Это очень интересно для детей, я думаю, было бы. Вот так можно набирать воду. Супер, я даже не знал, как это работает. Крутишь штуку, и она снизу поднимает вверх. Так вот, получается, работали водонасосные станции прошлого. Это очень интересно для детей. Подобное мы видели в Дубае. Children City. Когда можно все трогать, все смотреть. Супер. Одометр, пристрой для вимірювання відстані. Тоже можно крутить и вымеривать відстань. Вот такие технологии интересные были в 15 сторіччі написано. Это водяное колесо.
водопроводная труба. Ну вот, собственно, насос. Схема складання мосту для воєнних целей. Бойові колесниці. Все можно трогать, про все можно читать, все написано. И дополнительная информация вот есть на телеках, как эти боевые колесницы работают. Вот эта фигня, когда она едет, крутится, и вот этими мечами или ножами режет пехоту. Такое себе для пехоты времяпровождения. Я думаю, что скоро расшисты, когда потеряете свое оружие на границе с Украиной, наверное, будут с таким добром наступать на наши танки. Это какой-то древний кулемет. Оказывается, кулеметы были уже какой-то у нас год. Год почему-то не написан. Но вот так эта штука работала. Супер. Короче, эти штуки на пушке на треугольнике крутились и стреляли. То есть это какая-то быстроперезарядная хрень. Вот она. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 стволов. И таких секций 3. То есть 33 выстрела эта штука могла делать. Потом надо было перезаряжать. Помещение небольшое, обойти можно быстро. И в октябре народа здесь мало, так что идеальное время для посещения с семьей. Я только что сложил мост да Винчи. Я выходил из музея, девушка меня поймала, говорит, попробуй сложить. Вот это все разобрала, показала, ушла. Я вот провозился минут 15, это очень интересное мероприятие было. Спасибо, что она меня уговорила. И теперь я знаю, как складывается мост да Винчи. Это демонстрационная версия, а в оригинале вот он такой ширины. Но он вообще может быть любой ширины. И концепция предусматривает то, что ребро жесткости как у яйца. Его чем выше, массивнее верх, тем он прочнее. Вот башня, из которой я только что вышел. Вот это вот территория технологичного музея, где мы сложили мост да Винчи. И осталась еще одна часть, в которой я не был. Это от входа справа. Мы пошли от входа слева налево. Сейчас я обойду эту центральную часть крепости и пойду покажу, что там справа. Такая вот отличнейшая селфи-зона. И вот здесь красивый вид с этими башнями, в которые мы только что поднимались. Хотел напомнить, что у каждой этой башни есть свое название и какое-то предназначение целевое. Об этом можно почитать. Это был обзор Каменец-Подольского замка на канале «Поехали с нами». Мне замок понравился. Надеюсь, обзор был познавательным. И если вы будете в Каменец-Подольске, обязательно уделите до часа своего времени, чтобы посетить это шикарное место. Я думаю, вы останетесь довольны. Если будете с детьми, детям тоже очень понравится. Детей свозите в технологичный музей технологий прошлого. Всем хорошего дня, ярких выходных, отпусков.